Привет, ребята, это Сид. В начале этого видео я хотел бы порекомендовать один молодой канал. Он называется Мехтехнологии, Веселый инженер, видеоуроки. На этом канале ты сможешь найти обучающие видеоуроки для инженеров, рассказанные в простой и доступной форме. Чтение чертежей, допуски и посадки, метрология, зубчатые передачи, технологии мехобработки, охрана труда и многое другое. Если ты в душе и по жизни технарь, и тебе интересно видео из мира науки и техники, если ты хочешь учиться и развиваться как инженер, расширить кругозор и углубить теоретические знания, немедленно подпишись. Ссылка в описании и на главной странице. Так, сегодняшний улов — это вот такие воротки могучие. И сколько здесь? 55 и 65. Ну, это, видать, завернули в станке, погнули. И вот такой центр, да, грибковый, с 5-м конусом. Ну, тоже надо разбирать его, чистить. Это я купил. Выглядит хорошо, но сохранение тоже там, видать, смазка засохла. Надо тоже разбирать, чистить все, промывать и смазки набить. А то на кашке не было даже центра нормального. Тупоносы всякие, да, с 4-м конусом. Что вот сейчас такой центр считается усиленный. Он, номер 5 У. Так, ну и вот такое еще приобретение. Тут у нас на кашке раздолбан вот этот штурвал. Там шпонка, все раздолбано. Вот он держится только за счет винта, затянуто сильно. Тоже надо или долбить новый паз. Возникает вопрос, чем крутить. И вот купил хотя бы временно вот такие вот штурвалы. Можно было бы их поставить, но они мне что-то как-то не очень нравится. Смотрится как-то дешевенько, убого. А тот-то хоть хромированный. А эти поставим временно. Но сначала их надо тоже доработать. Тут на отверстие растачивать и шпонку долбить. Так что в ближайшее время подолбим на токарном станке шпоночный паз. Вот один-то можно даже на 676 поставить, потому что этот не подходит. Ну, там муфту надо делать кулачковую. Да, тоже смотрится, конечно, отвратно. Но посмотрим, куда его деть. Сегодня у меня на операционном столе горшок от спортивного Минска. Будем устанавливать на него лепестковый клапан. Такие клапаны устанавливаются в опускном тракте двухтактных двигателей. Улучшают экономичность, повышают мощность и увеличивают КПД. Удивительно, но лепестковые клапаны есть даже в человеческом сердце. То есть, как вы понимаете, это очень нужная и полезная вещь. Будем устанавливать вот такой фирменный клапан заводского изготовления одной малоизвестной фирмы КТМ. Наша задача сделать такой корпус, да, или проставку, чтобы приспособить этот клапан к цилиндру Минска. Он довольно крупный, такой увесистый, родные крепления совершенно не подходят, и он потом устанавливается через прокладки. Сбоку он как бы такой треугольной, конической формы. Делать будем из дюрали. К счастью, нашлась такая крупная заготовка, а иначе пришлось бы отливать самостоятельно. Будет очень много фрезерных работ, чуть-чуть токарки. Деталь будет не особо точная, допуски там будут плюс-минус миллиметр, ну, кроме разве что крепежных отверстий. Но в любом случае, чтобы представлять себе, что именно нужно изготовить, давайте разработаем 3D-модель, сделаем простенький чертеж, не по ГОСТу, а так, для себя. И вот я нарисовал такую модельку. Исходной заготовкой будет круг диаметром где-то 100 мм. И, как видите, отверстие получено ступенчатой фрезеровкой. В идеале, конечно, вот это внутреннее отверстие должно быть с гладкими наклонными стенками, плавно сужающимися. Ну, это бы уменьшило турбулентность и как бы сопротивление воздуха. Но поскольку этот корпус только прототип и будет дорабатываться, пока будем делать только ступенчатое отверстие.
Корпус имеет 5 резьбовых отверстий М6 для самого клапана и 4 сквозных отверстия для закрепления корпуса. Ну, давайте посмотрим в полупрозрачном виде. Вот если кому на чертеж с размерами, он получен автоматически SolidWorks, да, тут много всякой ерунды, много лишнего, но основные размеры деталей представлены. Первое, что нужно сделать, это подогнать размеры заготовки к исходным, и чтобы торцы были параллельные. Удобнее всего это сделать на токарном станке. Изготовление детали будет происходить в той же последовательности, что и проектирование 3D-модели. Поэтому давайте отмотаем вот эти шаги, вот эту историю, и начиная прямо с вот этой круглой заготовки, так и начнем обработку. И в первом шаге делаем из круга квадрат, то есть фрезеруем 4 плоских перпендикулярных стенки. На размер выходим путем измерения штангенрейсмосом, высоты заготовки и основания тисков. Их разница и есть величина оставшегося припуска. Для получения прямого угла выравниваем заготовку по угольнику. Практически всю деталь будем фрезеровать по разметке. Для данной детали такой точности вполне достаточно. Обработанная вот такой торцевой фрезой поверхность на дюрали получается вообще огненная. Следующий этап — это фрезеровка ступенчатого отверстия. Ну, с такими острыми стенками, конечно, отверстие не получить на фрезерном станке, поэтому в 3D-модели обязательно нужно указать радиусы от фрезы. Но отверстие представляет собой несколько, а точнее 3 кармана, а вот эти боковые стенки должны быть ровные. Фрезеровать будем, начиная от центрального отверстия, довольно толстыми мощными фрезами, на глубину где-то 4-8 мм, насколько будет позволять жесткость станка. Разметку делаю вообще даже не чертилками, а просто тонким маркером. Можно даже размечать немножко в минусе, чтобы был припуск на чистовую обработку. Рисую также радиусы, но в принципе их можно не рисовать, потому что ничего кроме радиусов при обработке концевыми фрезами вы не получите. Чистовые проходы придется делать фрезами меньшего диаметра, чтобы влезли вот эти углы. Сверлю сквозное отверстие для входа фрез, потому что обычные концевые фрезы не имеют способности врезаться. Ну или требуется их постоянное перемещение, как на ЧПУ. Начнем вот с таких высокопроизводительных фрез для черновой обработки.
При фрезеровке по разметке очень мешает стружка. Сперва ее пытался сдувать такой электрической воздуходувкой, но быстро отказался от этого, потому что стружка разлетается вообще на несколько метров. Поэтому стал ее сразу же засасывать пылесосом. Если бы были электронные линейки, да, УЦИ, то, конечно, было бы удобнее работать по ним. А так проще нарисовать еще одну линию и продолжить фрезерование по разметке. Последняя ступень находится на довольно приличной глубине. Таких длинных фрез у меня нету, поэтому пришлось перевернуть деталь и перезакрепить. Поменял фрезу на нашу обычную, с обычной заточкой. Цанговый патрон все-таки очень снижает общую жесткость, а тут фреза ставится прямо в шпиндель и тоже грызет, только шуба заворачивается.
Бытовой пылесос, конечно, с трудом справляется с таким объемом стружки. Тут впору задуматься об установке промышленного циклона. Вот так выглядит поверхность после черновых проходов. Сейчас сделаем один чистовой, и в принципе фрезеровка вот этой трубы будет закончена. Сверлим крепежное отверстие и нарезаем резьбу М6. Осталось профрезеровать вот эту верхнюю площадку или уступ, ступень. Она нужна для того, чтобы сдвинуть вот этот корпус немного вверх, а там уже мешается ребро охлаждения цилиндра. При нехватке места для выхода стружки и при несвоевременном ее удалении может произойти вот такое. Стружку как-то затягивает под фрезу и под низ, и сбоку. Она как бы наматывается на нее и становится очень прочная, как наклеп или нарост. И фрезу подрывает, и она очень портит поверхность. Так что придется сделать еще пару чистовых проходов, чтобы исправить косяк. Ну вот даже чистовые проходы не исправили вот эти образовавшиеся задиры. Но, к счастью, это не критично, эта поверхность как бы не рабочая и даже невидимая. Так что забьем на это и давайте примерим наш клапан, ставим в этот корпус. Убеждаемся, что все нормально, примеряем к цилиндру и сейчас будем сверлить уже крепежное отверстие в корпусе клапана и в самом цилиндре.
И цекование под головки болтов с внутренним шестигранником будем делать обычными фрезами. Вот так брутально пришлось закрепить цилиндр на столе фрезерного станка. Тут одна вот эта плита ОСП весит килограмм 20. Ну вот что получилось. Так выглядит лепестковый клапан с корпусом на цилиндре. И многие из вас, наверное, подумали, почему остались необработанные поверхности, да, вот эти вот полукруглые. На этот вопрос не так просто ответить. Скажем так, это дизайнерское решение. Это дань советскому принципу удешевления, когда нерабочие поверхности просто тупо не обрабатывались и в таком виде поступали в продажу. Ну а если серьезно, то этот корпус все еще является как бы прототипом и, скорее всего, в ближайшее время будет дорабатываться. А может и не будет, потому что нет ничего более постоянного, чем временное. А на этом любители металлообработки могут идти отдыхать, а кто хочет с нами еще немного потусить, пусть остается и посмотрит нашу новую игрушку. Как? Я боюсь. Фига ты его поймал. Я сейчас руки вот так вот укоротит, блин. Новая игрушка появилась у нас. Работаем над качеством контента. Я его не вижу.
Короче, ветролет улетел от нас. Давай, давай, давай. Ой. Тяни сюда его. Батарейка. Батарейка садится. Вот на нас летит. Все, не это, ничего не трогай. Не трогай ничего. О! Для этого на навороченных моделях-то есть этот, как возврат. Я так перес... А искать туда всю ночь искали. Да мы бы его не нашли бы просто. Немножко тянет как бы. Ё-моё. Опять ты экспериментируешь. Сейчас вон это ястреб тебя заклюет. Может. А над этим, над прудом. Мне слабо, я тебе сразу скажу. Да, ближе к лесу я бы сейчас сказал. Вот такие у нас тут места. Шашлычки. Кое-кто тут жарит. Можете вон рыбачить. О, утки, что ли? Иди это, подлети к уткам. Вон ястребы-то кружат. Андрей летит к тебе. 3 ястреба уже. Смотри, они это, тебя сейчас поймают. Эй, нет! А ты его на меня-то направил. Подожди, я там посмотрю, что там есть. Видишь, когда он так резко садится, у него что-то задевает, короче. Или защита об винты, или винты об что-то. Такой треск такой. Все что угодно может задевать. Винты-то побиты, они винтами, наверное, Винты очень побиты. врезаются. Я стараюсь выключать его, чтобы... Вот у нас тут уточки. Вон они. Здоровые. Их можно покормить чем-нибудь, только нет. А что они это приплывут сюда? Ну, просто хлеб бросишь, он будет плавать, они там съедят его. А то советский мотопром что-то уже как-то начинает надоедать. А это что, китаец? Ну это Ирбис, если что. Нет, А, это не Ирбис? вообще хрен простых, что? Мотофокс какой-то. Ирбис-то вроде у нас делают. А что колеса такие маленькие? Такие бывают, что ли? Для детей. Десятчик? Глушитель такой вообще декоративный сейчас. Так у них у всех маленькие китов. Но они все и тарахтят, как эти, как взрослые. Вообще. А у него еще стартера нету, ага. У этого нет. Ну он заводится сейчас, в принципе, можно завести. И там что-то стук бряк какой-то такой нехороший. Задние амортики, Олег, перебирать скорость какие-то.